Многие люди, в основном, которые увлечены различными духовными практиками, уверены, аскезы могут исполнить любое желание. Главное, чтобы оно было искренним, а еще нужно правильно все делать, иначе вместо желанного получите множество проблем. Итак, рассказываю, что же это такое и как они помогают мечтам сбываться. Говоря простым языком, с помощью аскезы человек ставит своей задачей избавление от нежелательных привычек и взамен исполнения обещания загадывает исполнение определенной мечты, конечно же, нематериальной. Аскеза – это всегда самодисциплина и самоограничение. Где-то аскеза имеет большое значение, где-то меньшее, но в силу такого ограничения подтверждают все – это факт. Как это работает? За тот срок, который вы берете аскезу от 30 дней до года, вы не только избавляетесь от негативных привычек, но также замечаете положительные изменения, которые происходят в вашей жизни. Многие, кто практикует аскезы, подтверждают, если они достойно сдерживают обещания, то в итоге получают то, ради чего брали аскезу. Соблюдая аскезу, по мнению астрологов, вы притягиваете энергию некой планеты и заставляете помогать вам. Но это помимо того, что вы и сами замечаете, насколько волевым человеком можете быть. Какие желания можно загадывать? Основой для принятия аскезы, например, могут быть избавление от сквернословия, привычки осуждать и обсуждать других людей, употреблять спиртные напитки и запрещенные вещества, конфликтовать с близкими. В ответ на такое обещание самому себе нужно загадать желание, но опять же нематериальное. Допустим, избавиться от психологических проблем, физических недугов, встретить любовь всей своей жизни, наладить отношения с родными. Что будет, если не следовать аскезе? Прежде чем взять аскезу, хорошо подумайте, сможете ли вы придерживаться ее. Это не просто слова, а серьезное испытание. Только представьте, вы в один день курили, а потом в один день захотели избавиться от этой привычки. Не так легко, как может показаться на первый взгляд. На то эта практика и считается упражнением ума и воли. В случае же, если в какой-то момент вы поймете, что больше не в состоянии держать аскезу, ничего страшного в вашей жизни, конечно, не произойдет. Но как минимум вы поймете, что сила негативной привычки управляет вами. А это значит, что и духовную работу над собой необходимо продолжать с еще большими усилиями.